Привет! Поговорим о том, как по стопе диагностировать печень. И в качестве дисклеймера, конечно, мы не ставим диагноз, больна ваша печень или нет. С этим нужно обращаться к врачу. Но это видео поможет узнать, есть ли потенциальная проблема с печенью. Ну хорошо, начнем. Я расскажу вам о показателях, с помощью которых можно понять, на что обратить внимание. Первое — это небольшие красные и коричневые точки. Они могут быть разного размера, иногда они как бы блестят, и обычно в нижней части ноги. Это плохое кровообращение. Возможно, есть проблемы с печенью, а может, диабет. Эти точки могут указывать на множество проблем, но обычно они есть у людей с проблемами в печени. Внешний вид стопы позволяет многое узнать о состоянии здоровья в целом, поскольку сердце качает кровь через все тело, в ноги и обратно по кровеносным сосудам. И обычно, если есть проблемы с печенью или сердцем, это значит, что сосуды не в порядке. И это часто можно увидеть в этой области, поскольку нарушено кровообращение. Многие из этих проблем происходят на удалении от сердца. И даже, например, при диабете появляются неврологические проблемы с руками и ногами. Все из-за этого. Оказываются затронутыми именно пальцы, поскольку они дальше всего от сердца. Итак, можно наблюдать красные и коричневые высыпания в нижней части ног, а также так называемые сосудистые сеточки, или их иногда называют звездочками. Обычно они появляются при циррозе. Вы накапливаете слишком много эстрогена, а избыток эстрогена может влиять на сосуды. Поэтому вы можете видеть варикоз вен и эти звездочки в нижней части ног. Далее идут потрескавшиеся пятки. Обычно это дефицит витамина В3 или дефицит омега-3 жирных кислот. Дело в том, что одна из функций печени — выработка желчи, чтобы вы могли усваивать эти жирные кислоты. Причем не только омега-3 жирные кислоты, но и витамин А, который связан с кожей, и витамин Е, который тоже связан с кожей. Все это жирорастворимые витамины. Однако витамин В3 тоже влияет на состояние кожи. Другие витамины группы В также могут влиять на состояние кожи. Они тоже являются своего рода кофакторами, то есть помогают ферментам работать, особенно с белками. Так что дефицит В3 может вызывать проблемы. Это состояние называется пелагра, и люди с пелагрой, а это дефицит В3, страдают от проблем с кожей. Идем далее. Зуд в области стопы, особенно в подошве. Это отток жидкости в печень. Возможно, застой в печени. Возможно, желчь возвращается в печень. Это приводит к скоплению гистаминов, застою печени и зуду в области стопы. Также в подошве могут появиться боли или воспаления. Зачастую это связывают с тем, что называется плантарный фасциит, но это не он. Это проблема с печенью. Еще бывает жжение в ногах. Это еще один симптом проблем с печенью. Следующий пункт — неприятный запах. Ноги воняют. Почему? Потому что печень не способна правильно выводить токсины, и они выходят через кожу. Обычно при больной печени у человека очень плохое питание, и все его тело просто заполнено всякой дрянью. Особенно толстая кишка, почки, и все это дело выходит через кожу. Нельзя просто взять и заработать нездоровую печень, и при этом иметь здоровые почки или ЖКТ. Если есть проблемы в одном, другое тоже обычно в весьма плачевном состоянии. Отеки — это когда вы надавливаете пальцем на нижнюю часть ноги, и там остается вмятинка, которая не уходит. Это отек жидкости, типичный симптом нездоровой печени. Далее идет ногтевой грибок. У людей с проблемной печенью в теле много грибка, потому что обычно у них дисбаланс микрофлоры в кишечнике. И это связано с избыточным ростом грибка и дрожжей на поверхности тела. Отсюда перхоть, псориаз, ногтевой грибок на ногах, а также основание ногтя, и это может быть как на руках, так и на ногах. Основание ногтя обычно белеет. Можно видеть характерный белый полумесяц, вот тут. И белый он из-за нарушения кровообращения в основании ногтя. Следующий вопрос: что на самом деле вызывает проблемы с печенью? Много чего. Одна из причин — побочные действия лекарств.
Также очень много сахара в еде, особенно высокофруктозного кукурузного сиропа. Приготовленная еда, если вы едите много консервов и не едите ничего в сыром виде, в конце концов, это перегрузит печень и почки. Также, если вы едите мало овощей и при этом много фастфуда, в организм не попадает достаточно ферментов и никаких антиоксидантов из овощей, и это также может вызвать проблемы. Слишком много алкоголя, это само собой, а еще слишком много белка. В огромных количествах он приводит к большим объемам азотистых шлаков. Со временем это перегрузит печень и почки, создаст большую нагрузку. Если у вас повреждена печень или почки, вам стоит есть меньше белков и больше овощей. И какая же диета хорошо подходит для печени? Если вы недавно на моем канале, переходите по ссылке в описании, и я расскажу о сочетании здоровой кетогенной диеты и интервального голодания. Именно это я рекомендую. А если вы уже давно на моем канале и посмотрели много роликов, то вы уже в курсе, уже на этой диете, уже достигаете больших успехов. Поэтому оставьте свой комментарий под видео, чтобы новички увидели, что это работает. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новых видео.